Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, 6-я серия с нашим газончиком, который мы восстанавливаем. Приехали частично запчасти, сейчас вам покажу. Самая важная деталь приехала, можно сказать, одна из важных деталей. Это резинка лобового стекла, с нее мы и начнем. Вот, также в этой серии нам предстоит здесь немножко навести порядок на базе. Рассыпать щебеночку, тут подровняться, потому что лето уже заканчивается, друзья. Не то, что заканчивается, прям летит оно очень быстро. Вот, хочется и порядок навести, и все сделать, но, как всегда, не хватает на все времени. Но это не страшно. Самое главное, это хорошее настроение, стремление чего-то добиться, и тогда все получается. Запомнили? Запомнили. Всем огромное спасибо за поддержку. Если есть желание поддержать нас, ссылки будут в описании, подписывайтесь на Boosty, там много всего интересного. Не будем долго разглагольствовать, еще в этой серии будет пару интересных моментов, которые, я уверен, вам понравятся. Так что советую вам не перематывать, чтобы все посмотреть и ничего не пропустить. Желаю вам приятнейшего просмотра, заваривайте чай, печенье, пельмени, колбаску нарезайте, все, что только можно. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Приехала резинка. Друзья, новенькая абсолютно. Это новодельная резинка. Но лучше бы она не приезжала. Хоть так и нельзя говорить, но я уже рук не чувствую. Но 15 сантиметров вставил резинки этой. Она все подходит. Все получается прям, классно. Вот она стоит здесь уже. Красота. Вот. Но трудозатратная часть просто безумная. Мало того, что нужно вот резинку старую извлекать, так, она как камень лопается по 1 сантиметру. Достаю, вот иногда там по 3. Вот. И такими кусочками, по чуть-чуть только возможно это сделать. Сейчас хочу просто чуть-чуть показать вам, как это выглядит. Сейчас, правда, вот последний вот этот сантиметр, я знаете как делал? Натягивал ее. То есть вот так беру, натягиваю, прям от души так натягиваешь ее. И вот тогда я могу ее вставлять полегче. Мог. Это было раньше. Как-то здесь у меня получилось, так я уже обрадовался. Схватил камеру и хотел вам показать схему. Нифига она что-то не работает. Крайняя схема, это по чуть-чуть вот так вот вставляем по отверточке, короче. Вот так вот берешь ее и по чуть-чуть вставляешь. Я сейчас просто хочу вам здесь показать на камеру, не совсем удобно. Мне нужно ее положить, тогда будет удобней. Вообще работенка, я вам говорю, жуткая. Но мы сделаем, ничего страшного. По чуть-чуть, знаете, поделал, отдохнул, потому что нагрузка на руки безумная. Все это вставлять. Вот. Сантиметр прошел. Сейчас буду возиться. Здесь работа просто такая на силу воли, можно сказать. Буду копошиться. Сильнее. Все, надо отдохнуть. Где-то 3-ю часть прошел уже. Уже руки просто болят очень. Так вот получается. Вроде нормально. Вроде все отлично. Снаружи тоже красиво. Вот так вот выглядит. Но здесь на стыке немножко некрасиво. Но это фигня, она не вывалится. Все, друзья, товарищи, победил я эту резинку. Хорошо, что она приехала. Теперь аккуратненькая новая резинка вставил.
принципе, попозже уже было полегче. Где-то минут за 40 все сделал. Вот, так что схема рабочая. Будем скоро устанавливать эту рамку. Пришла очередь и бампер делать. Все, я его откладывал. Где-то он там валялся у нас справа-слева. Но надо зачистить его. Надо где-то кое-что подварить. Вот, еще у нас вот эта вставка есть такая, подножка, скажем так, переднего бампера. Ее тоже надо немножко подшаманить. Ее надо вот здесь подварить. Вот в этом разорванном металле. Вот, так что начинаем, приступаем заниматься бампером. Юра подъедет чуть позже и попробуем закинуть стекло, которое вчера мы сделали наконец-то резиной. Нанес на наши бампера преобразователь ржавчины и оставляем чуть-чуть его поработать. А пока он будет работать, я помогу Юре там наклепать колодки на Volvo. Вот, так что продолжаем работать. Преобразователь сейчас будет уничтожать ржавчину. Ржавчина, прощай. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «Создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационное устройство для уборки по старинке без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина. Сейчас можно быстро убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом Turbosil. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Turbosil очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос. Со станцией самоочистки Case Guru Самочист. Тюменский Самочист производит сухую и влажную уборку. Сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационное устройство Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TR2607 на скидку до 1000 рублей. Красота. Надо черненьким подкрасить, блин. Преобразователь ржавчины уже работает. Вот, потихоньку. Уже даже я здесь проходил, немножко подзачистил. Вот, и будем наносить гравитекс. Я пытаюсь восстановить руль таким способом. Загерметить его немножко. Дать ему высохнуть и потом ножичком подрежем аккуратненько. Не знаю пока, что с этого выйдет. Самое сложное это вот здесь.
Пока сохнет бампер, я занимаюсь еще одной деталью. Это крышка бензобака, которая находится в салоне. И ее вот устанавливаю. Сейчас вот заварил отверстие и надо зачистить. Но, зараза, погода не дает это сделать, потому что идут дожди, на улице 13 градусов. Такое чувство, что зима у нас. Еще один элемент, который нужно восстановить, это педаль. Вот, она тоже вот здесь отломалась от корпуса, точнее выгнила. Я изготовил вот такую планку. Вот так вот. А потом приварим всю эту конструкцию к кузову. И все будет работать. Ну и вот эту зачистим, ржавчину тоже сделаем. Юра ждет, пойдем клепать еще одну сторону. У нас есть специальный станок для клепания тормозных накладок. Вот одна его часть, вот вторая. Сейчас Юра продемонстрирует профессиональный наклеп колодок. Чик, идет примерка сначала. Потом закладываются направляющие две заклепки. И после этого берется заклепка. Берется заклепка. В правую руку. Да, вставляется. Свободное отверстие. Это свободное отверстие одевается наверх на свободную заклепку. И происходит процесс заклепа. Завод. Ну что, мои хорошие, ухожу я домой. Вот с таким результатом работы. Обработал наш щит, обработал два крепления бампера, крючок для запуска ручного, ручку, точнее педаль газа восстановил, вот, и крюки зачистил. Так что поработал нормально. Ну и, конечно же, собрали на Volvo тормоза. Это тоже важно. Вот, так что завтра можно будет покрасить вот эти элементы, а также еще, давайте покажу вам, прикинул бампер. Ну, просто поставил его, дабы посмотреть, вообще сходится у нас здесь вся эта конструкция или нет. Но вот, бамперок вроде бы стал. Должно быть все красиво. Так что, такой вот результат. Отправляюсь домой, увидимся завтра. А еще, подождите, вопрос к знатокам. Вот к нам приезжал наш зритель, подписчик. И вот он говорит, что это не заводские крюки. Кто в теме, подскажите, мне самому интересно стало, это завод или это все-таки вот не оригинал. Вот, я понимаю, что здесь должен быть фаркоп, но вот напишите в комментариях, кто знает, завод это или нет. Огромное спасибо Маките за то, что нас не забывает. Эту Макиту мы почему-то называем дурнем, потому что она тяжелая и молотит. И очень сильно молотит. После нее даже не надо перетягивать колеса. Проверено. Да. Друзья, у нас сегодня паркохозяйственный день. Хотим здесь насыпать щебеночку, навести красоту. Но для этого нужно запустить зилка и наш гоночный Мазератти. Сейчас устанавливаю на него аккумуляторы. Попробуем, как он запустится. Надеюсь, что все будет в порядке. Очень сильно окислилась клемма. Пришлось ее сбивать, молотком. И сейчас вот опять не хочет. О! Придется легонько постучать. Неправильно это делать. Я потом смажу. Аппарат. Дыма нет вообще.
профессиональный дальнобойщик. Может, вот так поедет? Навели порядок, ну прелесть. Рассыпали щебеночки, там крошки. Все машины поставили на место. Дождь не дает нам работать, зараза. Вот здесь тоже БРДМ красавчик. В общем, навели небольшой порядочек. Ну а сейчас я покрашу те детали, которые вчера оставлял. И можно будет дальше продолжать собирать нашего газончика. Вот, надо бы проверить бак, но это нужно ехать на заправку за бензином. И это создает сложности, вот, поэтому, ну, может быть, отскочим как-нибудь за бензин. Так что красим сейчас наши вот эти вот поверхности, они все готовы, детальки, и будет красота. Красим МИПа, бамперная краска матовая, ну, такая вот аккуратненькая она. Отлично. Все. Одному, конечно, это неудобно делать, но все получилось. Это самое главное. Сейчас там поставим болтики. Тут, и все будет работать четко.
Все, отмыл я окна. Сильно не старался, но уже сразу другой вид. И приятнее смотреть на газончик. Лабаш еще надо помыть, он грязноватый, зараза. Но ничего страшного. Водительское стекло чуть почище. Вот, ну такой красавец. Все, продолжаем работать. Все, с этой стороны крюк наживил. С крюками еще мощнее становится газон. Так интересно. И сейчас обязательно промажем мовилькой, чтобы они не ржавели и оставались такими же красивыми. Вот, ну и будем эту сторону собирать. Сейчас вставим вовнутрь покрашенные детали, они уже высохли. А также установим педаль газа, она тоже уже высохла и готова к установке. Собираю, друзья, клыки эти. Ну тут веселуха. Стоит усилитель такой вот треугольный, который держит вот эту часть подножки для того, чтобы заходить в капот, и крепится крыло к бамперу. И здесь, как всегда, вспомнил, как я говорил, разбирать все были, а потом собирать, все разбежались. И Леши нету, и Юры нету, все убежали. Вот, ну бывает, ничего страшного. Как раз тот момент, когда неудобно, нужно и сдвинуть, и болт вставить. Ну, ничего страшного, я справлюсь. Не такая здесь большая проблема. Но факт остается фактом. Пока оденешь все шайбочки, граверки. Но работа такая интересная, конечно. Когда все собираешь уже, конечно, интересно. Главное, чтобы совпадали зазоры. Все это было возможно установить. Сейчас зажму все, промажу мовилькой обязательно. Также зажму крюки, они еще просто болты вставлены, гайки не зажаты. Есть у нас еще одна проблема, не хватает одного ободка вот такого. Если, друзья, у вас вдруг где-то есть такая вещь, ну, буду благодарен. Потому что фонарики нам новые уже задонатили, огромное спасибо. Сосед, представляете, говорит: Дима смотрел твои серии, есть фонарики. Есть, значит, отлично. В итоге у нас есть новые фонарики хорошие, ни разу не стояли. Вот такие дела. Ну, закручиваю все, промазываю, и бампер у нас будет уже собран. Друзья, сегодняшнее утро начинается не с газончика и не с кофе, а начинается с минимальной уборочки. Уборки, которая приносит деньги, самое главное. Начал складывать металлолом, хочу отвезти на погрузчике на металлоприемку. И вы знаете, решил включить камеру на том моменте, когда начал грузить вот эту стружку. Я как подумаю, это получается столько, я, представляете, насверлил на нашем станке. То есть, ну, это не первый раз я уже вывожу стружку. Вот, то есть, это серьезно, мне кажется. Вот, я не знаю, как заводы убирают ее, но вот в наших условиях даже и то, вот столько ее накопилось. Ну, и там тоже металлолом, аккумуляторы старые сдадим. Сейчас поедем на погрузчики, а вы делаете ставки. Сколько мы заработаем, отвезя на металлолом ковш металлолома. Наш первый дальняк на погрузчике. Выезжаем на трассу. Интересно, конечно, как он поведет себя.
дальняк состоялся. Буквально, ну, здесь рядом прям съездил он. Ну, знаете, 138 белорусских рублей. Нормально так. Интересно, зрители с телеграм-канала угадали сумму или нет? Сейчас посмотрим, что они там пишут в комментариях. Вы, кстати, тоже не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. И подписывайтесь. Опа. Конечно, гидравлическая трансмиссия — это бомба. Вопросов нет. Вот так. И глушим. И зажигание выключаем, и массу тоже. Все, пойдем делать газончика. Но сейчас там чуть-чуть уберем еще и пойдем делать газончика. Нам нужно установить фары. Занялся я не газончиком, а занялся мойкой. Дело в том, что наша мойка, именно наша мойка Bosch Aquatrack, она имеет больное место. Ей нельзя постоянно кляпать. То есть вот вы моете, нажали и держите. Нельзя так, чтобы чик-чик-чик-чик, потому что сгорает вот этот концевик. Вот он здесь достаточно сложную конструкцию имеет, вот такую. Вот, и у нас он сгорел. Я поставил новый, но сейчас я делаю через релюху. На Озоне тоже заказал реле. Вот, это реле активируется и соединяет высоковольтную магистраль. А управляется микриком, то есть изначально с завода вот этот микрик, через него идет 220 на мойку. Мотор достаточно мощный, поэтому я решил вот таким способом, то есть с помощью реле разгрузить вот этот микрик, который выходит из строя. Здесь конструкция безумно сложная, ну в плане вот мелочевка такая, писюнчик здесь толкает, микрик, в общем сделано очень-очень так нежно все. Эту запчасть я найти, к сожалению, не смог, я не знаю, вот именно для этой мойки, ну нету в продаже, странно. Вот, поэтому приходится вот немножко изобретать, но вот благодаря таким работам ты становишься специалистом уже не в 12 вольт, а уже в 220, потом уже чуть позже в 380, не дай бог. Но факт остается фактом. Вот пытаюсь собрать эту нашу мойку. Леша разобрал, а дядя Дима собирай. Сижу уже вот 1,5 часа. Поеду прокачусь на мотике и покажу вам одно место. Интересное место. Хочу показать. Главное, чтобы дождь нас не сюрпризил. Друзья, едем мы долго очень. А едем мы, чтобы показать вам, что крас брошенный так и стоит здесь. Вот он, друзья, так и стоит. Стоит он здесь уже очень много лет. Уже деревья проросли через него. Никто уже к нему и не подходит. Такая машина, блин, стоит. Эх, жалко, погибает. У меня где-то был номер телефона, но я не уверен. Красивее, блин. Вовнутрь мы не полезем, естественно. Вот это он врос в землю. Бедняга. Такой монстр, блин. Просто пропадает. Жаль. Ну, вовнутрь мы дальше, естественно, не полезем, потому что эта техника чужая. И не стоит этого всего. Ну, да, жалко его, жалко. Как его забрать, я не знаю. Решил установить передние фонарики. И все-таки посмотрел, блин, поцарапанные, пошкрябанные. Здесь даже чуть-чуть вот есть такая ржавчинка. В общем, решил их разобрать и подкрасить. Вот, видите, ну не совсем красиво. Они хоть и новые, но, знаете, лежали давно. И, видимо, все-таки годы берут свое. Так что сейчас подзачистим и обязательно покрасим. Будет вообще красота.
Вот представляете, такие взял дизайнер фонарики и думает, блин, сделаю их в виде вот такой капли. Да? Красивый такой, аккуратный. Из металла сделаю, не из пластика, из металла сделаю. Наверное, так это выглядело. Перед покраской обязательно обезжириваем. Чувствуете, какой запах обезжиривателя? Прям ух! Я совсем забыл поделиться с вами эмоциями после вчерашних покатушек на мотике. Я кайфанул от души, я заехал на карьер, где мы испытывали в свое время наши машины. Там он заброшенный карьер такой песчаный. Я там упал 2 раза. И забыл просто, что у меня камера с собой, потому что как-то вот, не знаю. Но ничего страшного, падения были минимальные, такие просто на бок типа прилег. Вот, но эмоций получил, друзья, покатался по лесу. Позвонил вчера, оказывается, у меня есть еще номер телефона по-прежнему хозяйки заброшенного КРАЗа, там женщина. Вот, но не знаю, удастся ли с ней договориться. Договорились через пару дней созвониться, поэтому обязательно нашим зрителям на Бусти я сообщу про наши переговоры насчет КРАЗа. Так что, друзья, вы тоже не забывайте подписываться на Бусти. Там много всего интересного. Ссылки будут в описании. Решил помыть гризлика, потому что страшненький стоит. Должен стоять чистенький. Юра завел шарманку 420-сильную. Так прям в гараже гул такой стоит. Ай, красота. Ну, прелесть. Прям прелесть. Приварил педаль газа. Не знаю, видно вам? Да, вот так вот получше. Вот, красота. Все работает, чуть-чуть здесь красочкой пройдемся, будет аккуратно, красиво. Ну и следующий элемент, который нам нужно сделать, это вот. Нужно покрасить горловину бака. Сейчас мы ее зачистим и пройдемся красочкой. Обязательно она у нас вот в таком хорошем состоянии. Вот, но зачистить надо и покрасить. Пока я отъезжал на выходные, представляете, к нам приезжали подписчики, к сожалению, на выходных меня здесь не было. Ну, я стараюсь не работать в выходные, а часто к нам приезжают гости именно в выходные. Вот, и привезли вот такую крутую вещь, смотрите, это трещоточный вращатель для метчиков. Очень классный здесь зажим, качественная, хорошая немецкая вещь. Также несколько метчиков, тоже супер качественных.
Спасибо огромное. Также привезли нам печку. Я рад, что к нам приезжают гости. И, естественно, вот, к сожалению, жаль, что не встретились, но всем огромное-огромное спасибо. Что у нас вышло по рулю? Восстановить его удалось, да, все работает, схема рабочая. Вот, можно это все подзачистить немножко, и будет красота. Но найден в закромах был нормальный руль. Вот, я его помыл, он вообще в хорошем состоянии. Он практически ничем не отличается от нашего. Есть тут пару моментов, только вот одно отверстие неправильно просверлено. Ну, оно здесь, на нашем руле его нету, а на этом руле есть. Непонятно для чего. Вот, для съема руля это отверстие не подходит, потому что с обратной стороны ничего нету. Вот, так что есть хороший руль, будем ставить его. Но следующее, что нам предстоит, это проверить бак. И по возможности его где-то, где потекет, подпаять, подправить. Ну все, пожелайте нам удачи. Тепло, как из решета. Вот если смотреть, видите, повсеместно просто поплыло большими пятнами. Когда вот так делаешь, то понятно становится, что это все плывет по большой плоскости. Вот так делаешь, и оно прямо вот большим потоком. Очень большим. Кое-где держит, но видите, все равно. Сливаем остатки бензина. И не надо здесь шутить, не надо. Ай-ка забилась. Это катастрофа была, парни. Друзья, с баком проблема, это факт. И это нас прям задерживает уже. Готов салон. Чуть позже вам покажу его. Дома лежит, забрал уже с ателье. Ну, получилось все красиво, хорошо. А самое главное, с душой. Вот, аккуратненький, черненький салон. Ну, покажу. По баку проблема. Обращаюсь к хакерам нашего канала. Может, где-то кто-то нарвется на объявление. Может, у кого-то лежит бак. Ну, хороший бак нужен, не дырявый. Ну, я с удовольствием приобрету, потому что наш, к сожалению, уже не восстановить. Вот, может быть, есть какая-то ему замена, я уже думал. Может, какой-то волговский всунуть. Сейчас я возьму рулетку и прикину хотя бы с большего, чтобы было понимание, какого он размера. Может, у кого-то есть мысли. И мы просто, нам, ну, достаточно просто вставить бак. В ширину он 53. В длину метр, а в высоту, вот это важный параметр, ну, в районе 20, не больше. Если у кого-то есть мысли, обязательно поделитесь ими в комментариях. Ну, а мы продолжаем заниматься дальше мелочевкой на нашем газончике. Зальем маслица, то можно забыть.
Нащупи уровень. Отлично. Заодно решил проверить масло в мостах. И, вы знаете, друзья, интересная вещь. Не думал включать камеру, думал, ну просто, скажем так, проверю, да и все, гляну масло. Но не смог ничем открутить. И вот у меня давно валялся вот такой ключ на 17, так? Мощный. Обратите внимание на его толщину, то есть это ключ конкретно, чтобы одевать трубку. И вот я ничем не смог здесь открутить, кроме как вот сейчас вот этим ключом. Надеюсь, откручу, конечно. Но я думаю, откручу. Вот он пошел. Но это удлинитель огромнейший. А ни один из ключей, которые из набора, они вообще не могли. Ну, не хватало усилия. Мне казалось, что он сейчас лопнет. Знаете, суховато там. Ну, есть следы, но я думаю, добавим. Сейчас сделаем нагнетатель. Нагнетателем добавим сюда. Добавим масло в раздатки, проверим. И, конечно же, в заднем мосту. Так что вот такой ключ. Не зря он валялся у меня столько много лет. Я долил чуть-чуть масла в задний мост. Чуть-чуть долил в раздатку. Ну, буквально там по 100, по 200 грамм. И сейчас вот наполняю коробку. Коробку нам нужно наполнить полностью, потому что, как вы помните, мы с нее сливали, там была чача. Конкретная чача. Вот. Там было плохое масло. Вот, поэтому использую вот такой советский нагнетатель. Но хотел бы к вам тоже обратиться. Если вдруг у кого-то есть пневмонагнетатель, такой, к которому воздух подсоединяется, я с радостью у вас приобрету. Потому что закачать, ну, допустим, здесь небольшая коробка, это проблемы нет. А вот куда-то в серьезную коробку, там, мазовскую, ураловскую, закачать это масло, то это уже проблематичней. Заработало. Все отлично. Еще одно большое дело сделано. Вся трансмиссия у нас обслужена. Друзья, мне кажется, с дворниками газончик смотрится попрекраснее, уже так помилее, позавершеннее. К сожалению, я забыл притащить салон, чтобы вам показать, но в любом случае устанавливать мы его не можем, пока не разберемся с баком. Бак завис, найти нигде не могу, поэтому, как вы помните, если вдруг где-то что-то заметите, дайте знать. Или у вас какие-то есть мысли по поводу замены этого бака. От ГАЗ-53 бак не подходит, сразу предупреждаю, от ГАЗ-53 не подходит. У ГАЗ-53 есть выемка снизу бака, к сожалению, нам такой не подходит. Вот, на сегодня это все. Вам всем огромное спасибо за то, что досмотрели эту серию до конца. Огромное спасибо всем за поддержку. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк. Для вас это 1 секунда, а нам очень приятно. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Всем пока. Но специально для тех, кто досматривает наши серии до конца, я хочу сообщить, что с Кразом все получается, и уже следующая серия будет с оживлением этого монстра.